Господа, как все вы прекрасно знаете, недавно Эрик Давидыч снял серию «Технаря», в которой крошил буквально масла на части. И сразу же посыпались миллионы ответок от всяких зануд, что «Эрик, ты показываешь не то, ты показываешь не так», и вообще из этого ничего не понятно. Отчасти я с ними согласен, но главное, что он совершенно верно передал вам суть. В том, что масла уже далеко не такие классные, как пишут на их упаковке. Поэтому я, являясь эталонной замшелой питерской занудой, забрался в эту потрясающую лабораторию, которую предоставила вам компания ВМП Авто. И сегодня мы занесем нашу потрясающую клешню правосудия над титанами в области масел. Это Castrol. А ведь все началось не просто так. Не так давно ко мне обратился человек, купивший, ну скажем так, не самый дешевый автомобиль. И ему показалось, что со временем моторчик стал работать как будто бы чуть-чуть по-другому. Ну, в принципе, значения не придал, все-таки обкатка, то да сё. Приехал к дилеру, сделали первое ТО на 15 тысячах километров. И поскольку у человека закралось таки сомнение, он сказал, опять же, посмотрев видео Эрика: а дайте-ка мне, ребятки, маслица того, которое вы льете мне в мотор. Дилер без проблем отлил ему баклашечку вот этой жижи и отправил в освояси. Таким образом, мы получаем машину, которая уже точно прошла обкатку с пробегом 16 800 километров. А звучок мотора, ну, все-таки какой-то как будто бы прямо вот я не знаю, ну, что-то не то, есть такое ощущение. И человек сказал мне: Костяк, а как бы это все проверить? И Костик немножко, так сказать, бегал по справочникам, поспрашивал людей и вышел на компанию ВМП Авто. Конечно, есть, безусловно, целая куча независимых экспертиз, которые за ваши деньги в кратчайшие сроки выполнят много всего. Но нам нужен был доступ, и нам нужно было показать все это вам максимально наглядно. Поэтому эта компания ВМП Авто, они согласились нас пустить в эту лабораторию, и мы вам действительно сможем все это показать. У нас есть масло новое от дилера, и у нас есть масло только что слитое с автомобиля. Пробег его после техосмотра составляет 1800 километров. Результаты, которые вы сегодня увидите, многим покажутся потрясающими. Машина уже отогнана к дилеру, и почему так произошло, решать непосредственно ему. Навскидку понять, откуда вся эта ерунда попала в масло, можно только раскинув сам мотор. Обращаю ваше внимание, что машине 16 800 километров пробега. Это новейшая разработка Range Rover, все-таки новое поколение. Что я вам хотел сказать? На самом деле, все эти явления с маслами, они ведь происходят не просто так. Как мы все знаем, есть очень простой параметр, по которому все мы в маслах ориентируемся. Называется он так называемый САЕ. Это всем нам известные цифры. 5В30, 10В40, 0В666. Да, именно поэтому вы все покупаете маслица на свою любимую ласточку. Но это все уже, в принципе, прошлый век. То есть эти цифры отражают два параметра. Один из них в нижней точке, когда вы заводитесь зимой, и второй из них в верхней точке, как поведет себя масло на прогретом двигателе при полной нагрузке. Так вот, самый интересный на сегодняшний день параметр масла, именно от которого мы будем опираться, называется HTHS. Если совсем упрощать, то это та характеристика, при которой еще держится масляная пленка между кольцом поршня и стенкой цилиндра. У нас есть определенная скорость, с которой поршень бегает как бешеный туда-обратно. У нее есть некие максимальные значения, которые, в общем-то, известны, они чрезвычайно сложны. Вот здесь они изложены.
И есть параметр масла, при котором, не ниже которого, вернее, это масло способно при этих условиях сохранять пленку. То есть, что бы ни происходило с двигателем, какая бы температура и нагрузки не было, эта пленка должна сохраняться. И вот для разных классов масла этот параметр совершенно разный. Он выражается в небольших цифрах, там порядка 2,9, 3,1. Очень сложно объяснять все эти заморочки, но для каждого масла он особенный. Это связано в первую очередь с теми двигателями, в которых это масло применяется. То есть, если вы для вашего супер там турбо-корча берете вот такое масло, то у него этот порог определенный, чтобы при ваших жестких условиях эта пленка сохранялась. Если у вас моторчик попроще, то вам можно и масло покупать попроще, потому что там нет таких нагрузок, соответственно, пленка должна сохраняться при гораздо меньших характеристиках, при гораздо меньших нагрузках. Так вот, мы взяли масло Castrol от дилера, которое должно заливаться в эту машину. Это очень дорогое масло. И выяснилось, что таки паспортным значениям на своем старте оно соответствует. Но эти значения находятся в нижней полке. То есть, если мы опускаемся ниже, то это получается уже масло другого класса, которое для этого двигателя не подходит. Но неважно, так или иначе, паспортные характеристики были соблюдены, хотя осадочек и остался. Ну и поскольку мы являемся эталонными занудами, поэтому для того, чтобы проверить все это, мы вам покажем, как мы это будем делать. Во-первых, это немеренной стоимости и замудренности станочек, но самое главное, пара трения, которую мы будем использовать, полностью соответствует условиям, которые создаются в двигателе. Во-первых, это ролик, который сделан из чугуна, и он заполирован. То есть мы им имитируем стенки цилиндра, блоки мотора. И ответная часть, которую мы будем прижимать к ролику, она изготовлена из поршневых колес, из того самого металла. Таким образом, у нас есть идентичные материалы тем, которые применяются в двигателе. Они будут через кучу специальных приспособлений со всеми соответствующими датчиками. Вот тут не видно, но на самом деле в этом вот кусочке металла проделано отверстие, в которое вставляется термопара. Сделано это для того, чтобы мы получали точную температуру в зоне пятна контакта. И все это будет вводиться на монитор, то есть у нас все данные будут в онлайне. Также в этом приборе есть датчик ньютонов, то есть мы будем знать, насколько сильно сопротивляется кручению прибор за счет вот этого трения. Также сюда при помощи дозаторов мы будем подавать масло, которое будет капать прямо в пятно контакта. И главное, что мы будем все видеть действительно на мониторе. Сначала чисто технологический момент. Мы прирабатываем друг другу наши пары трения. То есть сейчас станок работает под минимальной нагрузкой на холостых оборотов. Это 1000. У нас они фиксируются на мониторе. Сила, с которой сжимаются пары, всего 15 килограмм. И уже появилось небольшое сопротивление кручению, порядка 0,14 ньютонов. Оно постепенно будет возрастать. Мы постепенно будем увеличивать силу сжатия этих пар. И где-то около часа станочек будет работать именно в таком режиме. То есть мы видим, что у нас масло со шприца попадает в маслопровод небольшой, через который уже подается в само пятно контакта. Но через час, когда пары уже хорошо друг другу переработаются, и все это выйдет на нужную температуру, соответствующую примерно температуре двигателя, мы уже дадим настоящие серьезные нагрузки и увидим настоящие серьезные графики. Господа, хотел прорекламировать вам один маленький, но очень жгучий приборчик. Называется бортовой компьютер Dingo. Он может показывать 100-500 различных параметров, установлен на любой автомобиль, в том числе на карбюратор, на инжекторный. Покажет уровень топлива в баке, уровень топлива в газовом баллоне с точностью до литра. Все доказано видео на канале этого самого бортового компьютера. Все есть. Также он может измерять температуру воздуха, автоматическая регулировка яркости экрана, а список всех опций не поместится даже в часовой обзор. Его можно использовать даже дома. Он будет мерить температуру теплоносителя в вашей системе отопления дома. Все, что угодно. Все это может бортовой компьютер Dingo. Я очень рад, что в России еще есть люди, которые действительно что-то делают и делают это хорошо. Все ссылочки в описании. Далее основным нашим спутником будет этот самый монитор, на который выводятся все параметры из пары трения, и мы будем видеть, что же происходит в самой гуще событий. Частота вращения вала у нас будет всегда одна, 1000 оборотов в минуту. Далее 3 линии. Бирюзовая, которая изображает нагрузку на 2 детали, то есть это то усилие, с которым они прижимаются друг к другу. Выражено оно будет в килограммах. Голубая линия будет отображать момент трения, то есть та сила, с которой детали сопротивляются
сопротивляются кручению вала. Она у нас отображается в ньютонах на метр. И красная линия, самое интересное, это температура в точке трения, которая снимается оттуда термопарой, и она-то и будет отражать самые интересные подробности того, как поведет себя масло. А в правом верхнем углу у нас обычно болтается то количество оборотов, которое уже совершила чугунная шайба. После того, как станок приработался на малой нагрузке и пары трения друг другу приработались, мы сделали нагрузку между ними в 55 килограмм. То есть это примерно соответствует компрессии в дизельном двигателе на хороших оборотах, на максимальном бусте, на полном впрыске. И далее мы совершаем самое интересное. Мы меняем тюбик с новым свежим маслом от дилера, который сейчас капает в него, на тюбик с тем маслом, которое пробежало почти 2000 километров. И как только старое масло добралось до пары трения, так моментально вверх пошла температура, и за ней же потянулся момент трения. И что самое печальное, температура моментально перескочила через критическую отметку 150 градусов. Ведь именно на ней производитель еще производит тесты, и именно на ней указываются все паспортные характеристики масла. Эксплуатируя автомобиль на температуре выше этой отметки, вы эксплуатируете его на свой страх и риск. Далее мы добавляем при этом же всем вращении новое масло. И вы сразу увидите, как вниз пошли графики. Температура снова стала возвращаться к отметке 150, снова понизился момент трения. Все это вернулось на свои прежние значения. В процессе этого мы подняли нагрузку до 60, а впоследствии и до 70 килограмм. Но это практически никак не повлияло на температуру масла и никак не повлияло на момент трения, потому что новое масло продолжало работать. В дальнейшем на графике видно, что мы провернули эту операцию еще раз на том же самом давлении в 55 килограмм, и снова графики прыгнули, а температура теперь устремилась практически до 180. Но нам нужен был хардкор, и поэтому мы решили показать им, что будет с маслом, если нагрузка превысит паспортную, если совсем случается беда. Мы выставили нагрузку в 85 килограмм и добавили старое масло. Невооруженным взглядом стало видно тот дым, который идет от пары трения. Впрочем, звук не изменился, никаких скрежетов не появилось. Но по графику мы сразу увидели, что, естественно, и температура, и момент трения опять стали шкалить в космос. Практически под 190 градусов. Это уже около критические значения. Ни один производитель не гарантирует вам работу масла на таких температурах. Просто ГОСТы не содержат таких значений. Наш тест проводился всего около 2 часов, хотя полный цикл испытания включает в себя около 5 часов. Даже при этом нужно сказать, что пары трения относительно не пострадали, никаких ощутимых вот прям пальцами, ногтями, если поцарапать, повреждений не получило ни кольцо, ни шайба из чугуна. Визуально, конечно, образовалась вот эта черточка, но пока что металл еще цел. Также не было замечено никаких нагаров, никаких лаковых отложений посторонних, которые часто возникают, если, допустим, в нашем тесте было совсем некачественное масло. Не нам сейчас делать выводы. Машина уже отогнана к дилеру, и почему так произошло, решать непосредственно ему. Навскидку понять, откуда вся эта ерунда попала в масло, можно только раскинув сам мотор. Обращаю ваше внимание, что машине 16 800 километров пробега. Но мы не можем 100% утверждать, с чего появился такой феномен. С масла или непосредственно с заводского брака двигателя. Конечно, мы все узнаем, когда у нас на руках будет заключение непосредственно экспертов. А пока нам остается только лишь ждать. Этим видео мы лишь хотели показать вам, что происходит с маслами, казалось бы, именитых, невероятных брендов, которые в рекламах показывают вам то, что вы на этом масле можете улететь на Луну и проникнуть даже в ядро Солнечной системы. Все это немножечко не так. При малейшем отклонении от паспортных нагрузок масло, прошедшее всего 2000 километров, на новом двигателе, крутом, современном, почему-то уже сильно отличается от тех характеристик, которые показывают это же масло, взятое только что из банки. И
Вы сами видели, что как только мы чуть-чуть увеличиваем нагрузку, температура стремительно вылетает за 150 градусов. Происходит это потому, что смазывающие способности масла уже немножечко не те. Поэтому за увеличившимся моментом трения, безусловно, ползет вверх и температура. А как только она выползает за 150 градусов Цельсия, так уже вообще непонятно, будет ли работать масло. Потому что все его характеристики, все тесты, все то, под что производитель подгоняет количество присадок и всего прочего, оно делается на температуре 150 градусов Цельсия. Я сегодня заикнулся о неком параметре HTHS. Безусловно, он гораздо сложнее, он измеряется на совершенно других стендах, и подробнее о том, что это такое и как вообще с этим жить, мы расскажем вам в следующей передаче, и, безусловно, все так же покажем. У нас есть все эти стенды, которые могут показать вам, что это такое за параметр и соблюдается ли он этими маслами. И главное о том, что можно сделать с маслом, как можно продлить ему жизнь и можно ли вообще что-либо сделать самостоятельно с ним так, чтобы это еще как-то ходило, мы также расскажем вам в следующей передаче. Если кто-то думает, что это будет галимая реклама, то не переживайте. Окончательный вывод всегда делать только вам. Наша задача лишь показать вам наиболее адекватные, наиболее достоверные технические характеристики того, что попадает к нам в руки, и как эти характеристики можно изменить в лучшую сторону. Всем огромное спасибо за просмотр, большой вам удачи и пока!